Курите? Вон сигареты ваши курите, если хотите. Мы не здороваемся. Мы с фашистами не здороваемся, извините. Или вы не фашисты? Я не знал то, что можете... А? Сюда придет еще один, может быть, уже общались с людьми. Но. Мы на учение поехали. Мы не знаем. Вдвоем? Подразделение. Никому ничего не сказали. Вот еще один, который с вами. Это вы вдвоем сюда шли? Нет. Не вдвоем. Хорошо. Он про то, что... Я понял. Просто понимаете, какая история? Многие фашисты в фашистской Германии, да, знаете, такое время было? Они тоже, может, что-то знали, там не знали. Может, там тоже были хорошие ребята, я даже уверен. Да не вырывайте вы фильтр, покурите нормально все. Мы вам дадим покурить, сколько вы там хотите покурить. Во время интервью курить можно, с собой тоже дадим. Да, так что это не проблема. Мы просто пытаемся объяснить, почему у нас к вам отношение гуманное, с одной стороны, да? Гуманное. То есть мы нормально разговариваем, добровольно, все хорошо. Но почему мы руки вам жать не будем, это тоже должно быть понятно. Пресс-карта. Он свою забыл в машине. Мы журналисты. Общаться с нами будете? Да. Звонить домой. Это на камеру надо? Да. Только на камеру. Все на камеру. Все под запись. Чтобы потом нам не говорили, что это. На громкой связи. Да. 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 Говорите номер. Не, подожди. Фамилия давай фамилию, отчество. Галеев. Вадим. Галеев. Вадим Фаритович. Фаритович. Галеев Вадим Фаритович. Дата рождения? 11.02.1999. Да, подожди. 1990. Я хочу ему микрофон, да, чтобы не забыть. Что ты хочешь? Город рождения? Оренбург. С Оренбурга у нас еще, по-моему, не было. Вы русский? Да. Ну, татарин. Так русский или татарин? Татарин. Мать русская, отец татарин. Татарин. Но вы россиянин, правильно? Да. Мы просто пытаемся добиться элементарной градации. Звание, должность. Ефрейтор, старший разведчик. Ефрейтор, разведчик. Телефон. Куда будем звонить? Один номер. Можно, Можно 3. Мы дозвонимся по одному. Или тебе надо 2 позвонить? Ну, если... Ты звонил домой вообще? Да. Ну, в мае 12. Короче, давай первый номер куда? +7 9. Это кто? Жена. Жена. Второй номер, если по первому не ответят, не дозвонятся. +7. Мать. Это будет выкладываться, да? Где? Да, обязательно. Ну мы же вас спросили, будете с нами разговаривать? Не хотите, так мы Нет, не будем. Номера не будут. Не хотите, мы можем вообще сейчас просто прекратить. Я хочу. Все, ну хотите, значит хотите. Это ваше добровольное желание. Я для себя просто интересуюсь. Это на YouTube куда-то? Да, это на YouTube. Это на YouTube. Вы будете... Вы есть ВКонтакте? Я не знаю, как Или в подписано. Инстаграме? Это... Ладно, все. Знаете, как подписано, но не знаете, как Все, подписано. готовы? Да. Да. Мотор. Даете добровольное согласие на запись публикации? Да. Даете. Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Галеев Вадим Фаритович. Число месяца года. 11.02.1999 год. Часть, воинское звание, должность. 29760, старший разведчик, ефрейтор. Вы говорите, вы не знали, что идете в Украину, вышли на учение, правильно? Да. А какого числа вас отправили в Украину? 24-го. 24-го. Когда вы поняли, что вы уже в Украине находитесь? На посту, вот как границу пересекали. Так. И В этот момент и понял, что вы поняли? то, что пересекаю границу. Так, и дальше развернулись и пошли обратно, сказали, я не пойду в чужое государство. Никто не спрашивал. Как ехали, так и ехали. Угу. Куда и что, никто не объяснил. Угу. Доехали до Харькова. Так. Перекресток на Харьков. Так, на Харьков. Историю? Да, если можно. Сколько машин было, сколько людей было, колонна была, там ломались, не ломались, какие разговоры между вами были. Была Все колонна, интересно. Сколько техники сзади ехало, я не знаю. То есть я знаю то, что по дороге ломалось, но сколько конкретное число, не знаю. Угу. Когда ехали, на перекрестке было 20, в районе 25 человек и раз, два, три, 6, где-то 6 единиц техники.
3 мотологии, 2 КАМАЗа и танк. Сначала начали подъезжать машины гражданские, перекресток перегородили, Так. никого не пропускали. После выехали еще, начали подъезжать еще 3 машины. Это какого числа было? 24-го. Это все в один день, да? Да. Да. Это вот прям как заехали, то утром. Да, понял. 3 машины начали подъезжать. Кто-то из 25 человек открыл огонь по ним. До них метров 500 было. И поэтому бронированной техникой, я не знаю, зачем они огонь открыли. То есть я не понимаю, для чего огонь был открыт. Нас там разбили, в итоге эти 3 машины открыли огонь по нам, ответный, соответственно. В общем, у нас 2 погибших. Мы откатились назад, заняли позицию как русские тишки, что-то такое по Харькову. Там переночевали 2 дня, поехали обратно вперед. Не доезжая до перекрестка, заняли завод. На заводе никаких задач не выполняли, просто стояли, охраняли себя, грубо говоря. Посты были вот возле того места, где ночевали. Ну, это я говорю за взвод. Остальные, что делали, не знаю, мы отдельно находились. Дальше. Я просто не пойму, у вас сколько было машин, которые открыли огонь по 3 украинским? Не стреляли с техники, стреляли только стрелкотней, то есть автоматы. Автомат. То есть это, ну, вот кто с той стороны стояли, ну, человек. Я просто пытаюсь понять, 3 украинских чего? Танка? БМП? Что это было? БТР. БТР. Ну, вроде Тигра машина побольше. Да. И 3-ю не видел, она сзади была, просто видно было. И вот это вот 3 машины открыли огонь и заставили всю вашу колонну откатиться? А у нас осталась 1 мотолыга. К тому моменту осталась 1 мотолыга? Когда... А с остальными что случилось? Вот БТР с 30-ки разбил сразу же. Да. Хорошо. Можно эксперимент провести? Хотите эксперимент поучаствовать в интересном эксперименте? Давайте. Мы вам дадим форму сейчас вашу российского солдата полностью и отпустим вас в город. Нет, я не хочу, я знаю, что будет. Я понимаю, что мы сделали. А что так? Вы же освободители, вас все здесь должны любить. Вы не говорите город, где мы находимся, но по сути мы находимся недалеко от боевых действий. Вы сейчас сюда как раз вот пытаетесь прийти кого-то освободить. Я говорю, на дальше вам форму дадим, идите освободите кого-то. Я понимаю, что будет. Вывезем на площадь, там где нету военных и нету полиции. Да, военных нет, полиции. Будут гражданские. В ресторан вас привезем. Я понимаю, что будет. И мы находились в Киеве, в плену я находился в Киеве. Да. И нас в госпиталь возили как 200-х. Чтобы люди не знали то, что мы живые. Я знаю, что будет. И я не хочу этого. Знаете почему? Да, я понимаю. Знаете, сколько тут вы беды уже наделали горя людям в Украине? Я в первый день понял то, что это неправильно. И если бы был выбор, меня бы тут не было. Вы кого сюда шли? Русских освобождать? Я не знал. Я бы и не поехал сюда. Но вы татарин? Да. Чего татарин пришел в Украину освобождать русских? Скажите, пожалуйста. А вы понимаете, что могут быть русские в России? То есть русский и россиянин это не одно и то же. Сколько у вас национальностей живет в России? 160. То есть кроме русских еще 159. Понимаете? Русский и россиянин это не тождественные понятия. Точно так же, как украинец и русский. Украинец это гражданство, россиянин это гражданство. А тут могут жить кто хочешь у нас. Русские, татары, там, я не знаю, скифы, сарматы, кемерийцы, трипольцы, я не знаю, кто у нас тут еще на территории жил до этого, до всего времени. Я понимаю. Русские придумали русский, слово используют сейчас, так же, как фашисты во Вторую мировую войну использовали слово арийская раса. Вот придумали себе, что это имеет преимущество над остальными, что надо там кого-то защищать, евреев истреблять, цыган истреблять. Вот точно так само и сейчас придумали русский, и все. И где они себе придумали русский, там они могут идти его защищать. Где есть русский язык, там куда надо, туда и придут защищать. Куда захотят, куда, я имею в виду, куда позволит, у кого оружия нет, кто защищаться не может. Они про Украину уже так же тоже думали, что защищаться не смогут, за 3 дня возьмем.
Идите на Америку нападите, раз там у вас такие проблемы. Я бы мог с вами поспорить, если бы я поддерживал эту идею, если бы я знал, куда я еду, но я не знал, и я это не поддерживаю. У меня есть аргумент. Вы увидели, что вы в Украине, почему вы не развернулись и не ушли назад? Там конкретно было сказано, что сдаваться, во-первых, мне спрашивали, почему не пришел сдаваться. Во-первых, куда идти, во-вторых, и сзади могло прилететь на самом деле. Что такое сзади могло прилететь? Свои, там, случайно, не случайно. Это... Там вам говорили, что случайно может... Было сказано такое, что если назад откатываться, то сзади могут и свои. Типа ФСБшники. Вы у нас 250, мы уже столько историй этих не знаю, ФСБшники, сказать... У тебя что за цифры эти прыгают? Кто был 230-й, теперь 250, а я последних 20 пропустил, короче. Я шучу. Поздняками будет. Наверное, не знаю. Что вы можете передать другим россиянам и татарам в том числе, которых сейчас отправляют в Украину? Это неправильно, отказывайтесь. А как они могут отказаться? Если бы я был в России на тот момент, когда я узнал, я бы сказал что я не поеду, и все. Не заставить. А я вам охотно поверю и руку вам пожму потом при встрече, если вы приедете в Россию и будете там говорить то же самое, что вы сказали здесь. Как думаете, будете там говорить? Не могу я ответить. Не можете, видите, ответить. То есть в плену в Украине вы можете говорить то, что считаете нужным, а вот туда, когда вернетесь, то уже не можете ответить на этот вопрос. Так где режим? Вопрос. Лавров все время говорит, киевский режим. Законно избранная власть народом Украины, это киевский у них режим. А солдаты, которые возвращаются в Россию, не могут говорить то, что они считают нужным. Так где режим? Есть свобода слова в России? Официально, да. Официально у вас законы. Поэтому я и говорю, что я приеду. Официально, да, и законы есть. Да. Навряд ли я. Конституция, права. Не, и все-таки ответ какой? Отчасти. Могу говорить то, что думаю, если это свобода не слова разрез не бывает отчасти. Свобода слова, она могу либо говорить есть в ванной при выключенном да, свете, перед зеркалом. Это так не работает. То есть ты либо имеешь права человека, можешь выйти и сказать, можешь выйти на митинг и сказать, написать «нет войне» и стоять на митинге. Либо не можешь, потому что середины здесь быть не может. Нет. Свобода слова обусловлена какими-то законами и правами, которые прописаны у человека. Вот если бы у вас в России было бы прописано, что человек выходит на митинг, сразу же ОМОН его бросает в автозак. Ну тогда было бы понятно хотя бы. Мы живем при таком вот режиме и не имеем на это права. Но у вас же ничего такого не написано. Но человек выходит на митинг, а его бросают в автозак. Причем там такие комичные ситуации. Бросают тех, кто выходит на митинг, и бросают тех, кто просто мимо проходил. Извините. Это не свобода слова. Это даже не свобода передвижения. Это я вообще не знаю, что это такое. Северная Корея. Зачем ты обижаешь Северную? Извините, северокореянцы. Прошу прощения. У вас вы довольно демократические. Северокореянцы? Да, Так, ваша супруга не отвечает, но ответила мать, и она ждет звонок. Ну давай звонить. Мы так бодренько начали. Бодренько. Владимир, все для вас. Спасибо. Уважительно. Уважительно всегда, а как же? Прикольно. Да курить. Сказали сразу. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Хотите поговорить с сыном? Да, хочу. Разговор этот происходит под запись и для публикации. Я вас уведомляю, вы услышали? Да, услышала. Вот прекрасно, даю трубочку. Привет. Привет, как дела? Все хорошо, у тебя как? Город У не меня видите. там, знаешь как. Хорошо. Власти. Ты держишься нормально? Да, все хорошо. У вас как дела? Ну, ты есть такой? Чё? У вас как дела? Какие много ситуаций? Все у нас нормально.
У тебя самое главное, все У хорошо. меня нормально всегда, не переживайте. Спрашивают подписчики, когда мы пепельницу купим наконец. Ты интервью даешь? И будем их возить. А есть продавцы пепельниц? Спроси. Мама спрашивает, Так зачем надо, даете да? интервью? Нет, что значит так надо? А почему вы вот говорите, как так надо? Мы можем сейчас заходить. Мне предложили, я не отказался. Я хотел. Да расскажите маме, почему вы это делаете? Мы вас не ограничиваем. Вы Просто- можете говорить все, Да. что угодно и сколько угодно. Мы вас не ограничиваем. Это Да. не следственные какие-то действия. Только Да. не говорите в город. Просто где мы мама находимся. ваша интересуется, зачем ты даешь интервью, объясните, зачем вы даете интервью маме. Нормально, чтобы она не думала, что вас тут под принуждением заставили. Нет, есть возможность позвонить. Ну, меня спросили, и я не отказался. Я хотел дать. Почему вы Понятно. хотели дать? У тебя со здоровьем все нормально? Да, все хорошо. Все, нога зажила, ничего, не переживай. А ты сейчас там или нет? Нет. Ну покажите, кто здесь в Да комнате. я просто, ну, мама знает то, что я в Киеве был. Я территориально спрашиваю, в Киеве или нет? Я просто знаю, что он там был. Нет, уже не в Это Киеве, и это не важно. Да, не важно. Что вы думаете, сейчас Россия придет сюда, освободит его? Не придет, не освободит. Нет, я ничего не думаю, мне просто интересно, где он. Можно? Территориально в Украине, да. Можно? С трубку. Это второй журналист. Почему нельзя говорить, где он сейчас находится, чтобы ваши россияне сюда не прислали какую-нибудь калибр или точку У? Ваш сын может рассказать, сколько он раз в день слышит тревогу и сколько взрывов. Только для того, это говорится только для его безопасности. Он нам дорог, потому что это обменный фонд. Мы его поменяем на наших солдат. Только из-за этого. Понимаете? Понимаю. Нет, я просто тоже интересуюсь из-за того, что он в Киеве или куда-то, может, перевозят там с целью отмена, скажем так. Их перевозят с целью для того, чтобы не прилетела туда ракета. Расскажите, сколько сирен, сколько взрывов. Да я... Там, где я находился, туда прилетало. От нас. Я знаю, это всё. Я знаю, В что 6 метрах от того места, где меня содержали, прилетело. Я прошу прощения, а что вам пишут в СМИ? Что это сами украинцы себя обстреляли, наверное, в очередной раз, да? Ну, я, насколько знаю, когда он был последний раз в Киеве, там я читала в средствах массовой информации, что это обстрелы производили российские военнослужащие. А, да, ничего себе. А что вы читаете такое? Супер. Как что я читаю? Это везде, Ну, что там- показывают, кто кого бомбит. Тут у нас никакого секрета нету. То есть вы знаете, что россияне бомбят украинцев, украинские города. Она говорит про воинскую часть. То есть она А, прилетает не только в воинские части, прилетает в город, в дома. Ну, про это, конечно, там ничего особо такого не говорится. Я просто из массовой информации знаю, что там окрестности Киева бомбят, что Угу. такие вещи это у нас... нацистов там бомбят. Можно я скажу два слова? Вы, если хотите, во-первых, вот с вашим сыном тоже будет интервью у нас на канале. Золкин моя фамилия, если захотите, найдете. Там у нас есть видео Харькова, Чернигова, жилых домов, жилых кварталов. Просто у вас в ваших средствах массовой информации не говорят, видимо, это. А у нас там жилые кварталы разбомбленные. И это не мы сами их разбомбили, как нам могут придумать эти самые сумасшедшие, понимаете? На ютубе тоже заблокировали Да. канал. Ничего не Наш заблокировано. канал не заблокирован на ютубе, пожалуйста, Всё открывайте, работает. смотрите. Ну, в крайнем случае, через VPN, если там где-то Всё заблокировано. работает. Статистика говорит за себя. Тут дедушки как дела? Все нормально? Все нормально, Вадим, все у всех нормально. У Алены Когда не перевернем лучше. ждем, когда они пойдут на обмен. Кто что говорит? Кто идет, кто не идет, всяко что говорят. Нам все равно, кто идет, кто не идет. Нам самое главное, что ты плюс. Алена в Питере? Что? Алена в Питере? Да, ну да. Она тебя там ждет. Ей писали, она не ответила, я и хотел ей набрать. Она ответила уже, вот мы с ней списались. Она не отвечала? Ну, не понял. Сейчас ответит. Вот.
Ладно, не расстраивайся, все нормально. Можно вопрос, маме? Я с ваших рук даже просто. Ну вы-то поддерживаете спецоперацию, да? Я к этому отношусь вообще никак. А, Это дело не мое, я не политик. я понял. Просто смотрите, ваш сын живой остался? Повезло ему. Да. Вы видели гибели других людей? Можно вас спросить? Вы видели гибели других Я россиян? один остался. Подскажите маме, пожалуйста. Ну ты же знаешь, наверное, то, что со взводом мало. Я не знаю, не надо ничего говорить. Да, вот. Я не знаю. И как бы мы пытаемся донести до россиян, что если вы не интересуетесь, ну вот вам все равно, то ваши люди будут продолжать гибнуть, и наши люди будут продолжать гибнуть. Мы, правда, интересуемся, потому что ну, у нас другого выбора нет, потому что вы к нам сюда пришли зачем-то. Вот. Поэтому вы лучше интересуйтесь. А цель смертей этих людей, она вас тоже не интересует? Зачем они погибли? Я вам не могу на этот вопрос Да, ответить. все, я понял. Я же не буду спорить. Наспорился я уже. Все, заканчивайте. Ладно. Я тебя люблю. Возможность, звони, ладно? Хорошо, давайте. Я люблю тебя. Все, не плачь, все нормально. Давай. Давай. Все, заканчивай. Или ты хочешь еще 10 звонков сделать? Ну, ждет звонок жена, там сестра еще. Ну давай, набирай. Я же не специально. Нашим военнослужащим, которые попали туда в плен, не дают такой возможности. Вот так спокойно посидеть, поговорить, добровольно. Знаете, что они делают? Они ставят камеру, заставляют фразу сказать, вырезают фразу и публикуют. И типа это вот выдают за правду своему зрителю безумному и бездумному. Ну как-то мы долго ждем ее ответа, уже дождались, да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я журналист из Украины, меня зовут Владимир. Вы хотите поговорить с мужем? Это сестра. Я сестра, Я понял. С Жена. братом. Да. Разговор под запись для публикации. Услышали? Да, я слышала. Пожалуйста. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Ты как? Как надо? Ну, нормально, все тяжело, не переживайте. Ранения было. Да, Куда ранение было вообще? в ногу. А в ногу? Потом. Да не. Все нормально, не переживайте. Мы держимся. Вот, Алена Игоревна. Привет. Я просто немножко поплакала уже. Как дела? Нормально, все у вас как? Ну, было бы лучше, если бы ты был рядом. Ну что, ну как? Когда домой? Когда обменяют, не знаю. Че, Алена, Ты как? ты работаешь? Работаю. Все нормально? Выходные 2 дня, вот это получается вчера и сегодня, завтра на работу. Ну тут в Питере, в Оренбург еще не ездил. Вот. Не поеду, пока тепло. Пойду. Я спросить, а ты с Тимохой не разговаривала? Разговаривала. Он живой? Сколько еще звонков будет? Вот. Когда? Сколько еще звонков будет? Нисколько. Не сколько. Я просто понял, что еще жене сейчас будет. Нет, она рядом, жена с сестрой. Рядом. Я вначале написал жене, она не отвечала. Я написал маме. Все нормально было. По процедуре, по протоколу. Мистер таксофон. Ходишь? Что? Ты ходишь? Скайпом. Да. У тебя как в школе? Да, хожу. Костя жила, все нормально. Не переживайте. Обменяют, все хорошо. Можно вопрос? С ваших рук вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. И вам вопрос, и вы, кстати, знаете, да, что мы записываем, публикуем это все? В курсе, да? Да. Угу.
Ну, а зачем вот россияне вот идут в Украину украинцев убивать? Чего, что нам нужно сделать? Зачем они это делают? Смешно, да? Я промолчу. Я понял. Ну, смешно вам, хорошо. Я вам скажу, знаете, если когда-нибудь вдруг такое случится, что в ваш город прилетит ракета и с детишек кишки наружу вывернутся, как у нас происходит это, вам уже не будет так смешно. Запомните мои слова. Я не смеялась Всё. сейчас, я просто не хотела Все, отвечать на этот не надо отвечать. Ладно, закончим. Блядь, сидишь тут улыбается просто. Ладно, я Такая вас типа люблю. надменная, знаешь. Я вас люблю. Давайте. Давай, я тебя люблю, она тебя тоже любит. Он просто очень сильно волновалась, не знаю, что сказать. Я не просто, да, я видела до этого интервью и не знаю, что, ну, Да ладно, все, ну нормально все. Ну поддерживаете вы убийство украинцев, правильно? почему поддерживаем, кто об этом что говорит? Я же ничего не сказала. Ну хорошо, я понял. Значит, я вас неправильно понял. Ничего страшного, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Все, ладно, я люблю вас. Давай, мы тебя тоже любим. Держись, пожалуйста, мы тебя очень ждем. Давайте. Понимаете, в чем дело? Вы хоть и наполовину татарин, я смотрю, но сестра тоже наполовину, соответственно, правильно? Да. Мама у вас одна или это двоюродная Одна. может сестра? Одна. Татарский народ пережил столько гонений, столько депортаций, переселений, голодовок. Опять-таки от тех самых россиян, да, или там от советской власти тоже в свое время. Как может быть такая короткая память? Как вы можете не понимать, что сейчас происходит? Что сейчас происходит очередная захватническая война, очередное вторжение, очередные убийства, смерти. Все это происходит. Постоянно. Очень легко к этому относитесь. Я понимаю, ваша жена могла улыбнуться просто потому, что она видела кучу этих интервью, и когда сама на него попала, у нее были какие-то смешанные чувства, да? Это защитная реакция от смеха. Защитная реакция. Она Бывает. не от смеха, а от слез. Она плакала же. Ну, первый раз, когда мне показали, она плакала. Сидела. Но я про детишек и про вот это все не перегнул Я палку, поверьте. понимаю, я знаю. Это Я происходит. видел. Не сам по телефону. Мне не очень хочется все это делать, то, что я сейчас делаю. Мне просто приходится это делать, чтобы хоть что-то туда как-то донести до вас. То это не нужно, это не нужно. Не, ну, все, есть Я, да. вопрос? Нет. Давай следующий.